Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Прошло больше года с выхода Alan Wake 2, а в Steam игрулюшу завозить не торопится. Фанаты негодуя. А глава Epic Games Тим Суини выходит такой и говорит, что Alan Wake 2 останется эксклюзивом EGS и не выйдет в магазине Valve никогда. И вообще у эпиков справедливые права на это имеются, ведь только при их финансовой поддержке разработка сиквела Алана стала в принципе возможной. Хотя игра получилась замечательной, большим тиражом разойтись ей не удалось. К концу 2024-го продажи так и не перевалили за 2 миллиона копий. То есть сама разработка окупилась, но прибыли игра не принесла. Кое-кто поговаривает, мол, вышла бы она в Steam и тогда... может и да, а может и нет. Печально. Еще один PS5 эксклюзив скоро перестанет быть PS5 эксклюзивом. Koei Tecmo Games анонсировала ПК-версию Rise of the Ronin. Порт получит поддержку ультрашироких мониторов, 8К разрешения, DirectX 12 Ultimate, частоту кадров до 120 феписов, трассировку лучей, 3D звук и всякие вспомогательные штуки вроде FSR, DLSS, Reflex, Intel Jesus и вот это вот все. Релиз на ПК состоится 11 марта. Вчера состоялся выход масштабного обновления Kingdoms для Darkest Dungeon 2. Оно вводит новый игровой режим, в котором нам предстоит защищать королевство от нападения новых фракций врагов. Первые на очереди — зловещие зверолюды. Так как это все-таки обнова, а не доп, Kingdoms доступна бесплатно, а вот Inhuman Bandage — это уже полноценная платная DLC, и вышло, кстати, тоже вчера. Оно отправляет искателей приключений в новую локацию — катакомбы. Ряд персонажей пополнил выродок из оригинальной Darkest Dungeon. Сейчас и Kingdoms, и Inhuman Bandage доступны только на ПК. До PlayStation, Xbox и Switch они доберутся когда-то позднее. Hollywood Animal снова перенесли. Запуск раннего доступа уже откладывался в декабре. Тогда сообщалось о подвижках почти на 1,5 месяца. И теперь придется подождать еще столько же. Новой датой назначили 10 апреля. Одной из причин называют релизы крупных тайтлов вроде Kingdom Come Deliverance 2 и Sid Meier's Civilization 7. На их фоне симулятор голливудской киностудии просто затеряется. Ну а вторая причина — банально нужно больше времени для полировки. В общем, кинцо мы с вами будем снимать весной. Студия Rebel Wolves, которая недавно выкатила синематик своей первой игры The Blood of Dawn Walker, рассказала, что вообще за личности клыкастые засветили свои лица в трейлере. Брэнсис родился аж в 131 году, еще при живой неделимой Римской империи. Тогда его звали Лаврентий. Он быстро продвигался по карьерной лестнице на пути к становлению консулом, но его покусал упырь, и очень быстро наш Лаврентий скатился на самое дно. Бакир обрел жажду крови, будучи могучим монгольским воином, еще при жизни отличавшимся особой жестокостью. Десятилетиями он выжигал земли Центральной Азии и не прекратил даже после становления кровосисем. Он тщеславен и желает, чтобы люди трепетали от одного его имени. С такими вот личностями нам предстоит иметь дело в игре. Про двух других кровососальщиков читайте в новости по ссылке в описании. Дата выхода The Blood of Dawn Walker неизвестна. Летом обещают провести полноценную демонстрацию геймплея. Космический ролевой экшен Everspace 2 получит свежее дополнение под названием Wrath of the Ancients. Действие развернется после событий основной кампании. Таинственные атаки опустошили поселение людей в скоплении 34 и дестабилизировали обстановку в секторе. Между фракцией Оккар и человечеством назревает война, а бравым космопилотам предстоит докопаться до истины и устранить загадочную опасность, пока не разразился конфликт. В ходе прохождения игрокам откроются варп-врата, ведущие к 4 системам, включая родину Оккар. А кроме этого будут и новые враги, и новый корабль, и снарягу с оружием тоже завезут посвежее. Wrath of the Ancients станет доступна весной.
Создатели A Way Out и It Takes Two опубликовали еще один трейлер своей новой игры Split Fiction. Ролик посвящен непосредственно кооперативу. Как и в предыдущих проектах студии, геймплейные механики постоянно сменяют друг друга, не давая заскучать, а грядущая новинка претендует на звание самого разнообразного приключения от разработчиков. В трейлере показали побочные эпизоды, где героини летают в космосе, катаются на рыбе по пустыне и скачут по волнам на водных лыжах. Релиз Split Fiction состоится 6 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Что приятно, для игры с товарищем потребуется всего одна копия игры. А вот плохая новость — русский язык не завезут. Всего через несколько дней любители навернуть на Hogwarts Legacy собственноручно созданного контента получат полноценный модный инструментарий. С помощью официального редактора игроки помимо всевозможной косметики смогут добавлять новые локации и даже квесты. Однако Creator Kit будет доступен для скачивания только в Epic Games Store, а для его работы потребуется привязка к аккаунту Warner Bros. Доберется ли он до Steam, неизвестно. Сами модификации будут распространяться через портал CurseForge, а устанавливать их позволят прямо из игрового меню благодаря специальному менеджеру. Чтобы продемонстрировать возможности редактора, разрабы собрали подборку пользовательских модов, среди которых есть подземелье Рока. Это новый данж с секретами. Инструментарий станет доступен 30 января. А с новостями у меня на сегодня все. Заходите на сайт stopgame.ru и читайте текстовый обзор от Алексея Лихачева, посвященный Dynasty Warriors Origins. Приятного ознакомления и хорошего дня!